Этим летом свой маршрут по любимому мной северу я могла начинать лишь в августе. Месяц лета не так уж много для грандиозного размаха. В интернете мне попался на глаза рассказ ребят, которые отправились на сплав по реке Сабалох-Маян в Якутии. Это были 3 немца, заядлые рыбаки, и свой отчет они поместили в рыболовном журнале, где помимо красочных фотографий разнообразных рыб, а также милых сердцу пейзажей горно-таежной реки, в душу мне запала фраза о том, что, по словам местных оленеводов, встреченных ими в горах, они первые туристы, которые когда-либо приезжали в ту долину. Даже русских туристов там еще не было. Только один раз, в 1992 году, японцы прилетали на вертолете. Интересно, что же это за такие дикие места? И вот 6 августа я приземлилась в маленьком поселке Батагай-Алыта. Сакырыр, так называется аэропорт. И сам поселок тоже имеет такое второе название на местном языке. В переводе звучит примерно как «много ручьев». Люди здесь говорят на якутском, но русские тоже знают и могут говорить на русском. Вот он, поселок Батагай-Алыта. Как всегда, мне везет. Я встретила здесь замечательных людей, которые помогли мне. Вот сейчас я довезу до речки, откуда я начну маршрут. Вот это якутские коровы. Чистая корова. А чем якутские коровы от других отличаются? Они маленького роста, и у них молоко пожирнее. Они вообще круглогодично на улице ходят. И снега не боятся? Да, не боятся. Но приспособлены к холодным местам. Итак, я на берегу реки Улахан-Сакырыр, Якутии. Мне предстоит сейчас подниматься против течения по этой реке и по ее левому притоку Тары-Сали. Порядка 120 километров. Потом перевал и сплав по реке Сабалох-Маян. 400 километров сплава. По пути я еще хочу подняться на высшую вершину Заполярья российского. И это высшая точка Верхоянского хребта, 2409 метров, гора Аралгантас. И зайти, радиальный выход сделать, может быть кольцевой даже, на озеро Лабалах и окрестные озера. Там водится крупный арктический голец. Вот такие у меня планы. Сегодня 6 августа. Впереди еще весь август и часть сентября. Надеюсь, встречу еще золотую осень здесь. Начало золотой осени. Здесь, в Верхояне. Вот на этот галечник меня привезли на машине. Это в 6 километрах примерно от поселка. Это место. Мой скарб, который предстоит мне тащить 120 километров. Порядка 32 килограмм, наверное. И вот по берегам здесь такой хороший лиственничный лес разреженный с одной стороны, и с другой стороны галечник. Вот я надеюсь сейчас идти то по лесу, то по галечнику. Ну, как только не получится, буду переходить брод, а может быть, надую лодку. Посмотрим. Все это журчание речки, запах лиственничной хвои, ароматный запах тополей, как ванили все равно пахнет. Все это можно назвать одним словом. Умиротворение. Такое впечатление, я дома. Барахла вначале, конечно, страшно смотреть. Это потому что еще с самолета осталось. Я думала, я перекушу, а меня же накормили, слава богу. Еще с собой гостиниц дали. Ну ладно, до вечера дотащу как-нибудь. Здесь сейчас, наверное, чуть больше, может, 35. Ничего, хлеб съем, пирожки съем. Все будет нормально.
здесь вдоль берега идет вполне себе пока хорошая тропинка. Ноги не вязнут. Я иду потихонечку, а вон уже и галечник открывается. Так, глядишь, смогу идти просто берегом, не надувая лодки. Осмотрим. Красота. Да, Верхоянский хребет, это же начало хребта Сунтар-Хаита, можно так сказать. Похожие пейзажи. Лиственницы. Небольшие. Ну просто вообще красотища. Просто замечательно. Вышла на русло реки, ну бывшее. Здесь разлив такой. Вот интересно, по узкой протоке сухой идет след мотоцикла. Широкие шины. Вот и такие тут дороги среди ивы на хмелях встречаются. Здесь, в Якутии, этим летом засуха. Вода во многих протоках уже не течет, а стоит вот такими лужами. Рюкзак мой приобрел форму спины. Стал анатомическим. Вот такие обширные галечники здесь сухие. И вот дорога даже просматривается. Вот тут на гальке. Явно здесь ездили. Путь легкий. А вон за той горочкой уже будет там приток Тарасала. Куда мне и надо идти. Решила много не ходить. Первый день устала. И вот встала на таком коренном берегу. Замечательно просто. Здесь несколько высоких лиственниц. Дальше уже более разреженно идет. Тайга. А здесь такая сухая твердая площадочка. И явно здесь было кострище. Вот такое место намоленное. Я вот здесь встану. Река Улахан-Сакарыр. Просто благодать. Местных соколов я потревожила. Живут они тут. Сокол-чеглок. Нет, вообще-то это сокол-дербник. Ну, тоже он такой же мелкий, как чеглок. Вообще, это мелкие сокола. Гнездится практически по всей России, но вот за полярным кругом как раз вот только дербник. Редкий вид. Хоть соколок и маленький, а вот они могут даже куропатку завалить. Каждый раз думаю, смогу я нести такой рюкзак или нет. Но делать-то нечего. Надо нести. Ой-ой. Самое трудное, конечно, надеть. Потом-то ничего. Это в начале. А потом вот легче. Там еще пирожки, слава богу, есть. Палка далеко.
Блин, без палки-то. Конечно, с приступочки легче надевать. Главное делать все медленно. Все. А идти-то уже можно. Фу, нормально. Тропа, идущая вдоль берега, иногда вот на какие откосы выходят с обзорными видами. Нет, дорога, надо сказать, очень хорошая. Грунт жесткий. Но это пока здесь. Но все равно. Ой. И виды просто настолько подбадривают на пути, что тяжесть рюкзака становится незаметной. Ой, какой замечательный запах в лиственничном лесу. Ну, просто парковый лес. Пока погода курорт. Где-то, наверное, плюс 20. Легкий ветерок разгоняет насекомых. А здесь коровы пасутся. Вот их помет встречается. Коровы якутские. Может, и лошади тут ходят. А медведи, как мне сказали, здесь мирные. Ни одного случая нападения не было. Фу-фу-фу. Так что, я думаю, договоримся с ними в случае. О, какой обрывчик. Фу. Река Улахан-Сакарыр. Вон какая. Сушь стоит. Низкая вода. В принципе, по ней можно тоже сплавляться и рыбу ловить. Но я иду вверх. В дебри Верхоянского хребта. А это вниз сейчас по реке Улахан-Сакарыр. Что не берег, то картинка. Вот можно подумать, почему же я не иду по реке, против течения бичевой не тащу. Отсюда виды хорошие, да и сейчас этот путь хороший, достаточно жесткая дорога. Была бы тундра, а так пока иду. Там посмотрим, может и бичевой пойду. Бичевой тоже бывает, протаскиваешься против течения на меляках, так спину нагрузишь на протасках, что такой равномерный ход по хорошей тропе вдоль реки бывает не хуже, чем бичевой идти. А вот за поворотом на горизонте мне открылись горы. В дымке. Но уже вот они видны. В самом начале немного надеялась на то, что кому-то в поселке, возможно, понадобится подниматься по реке вверх, на рыбалку или в оленеводческую бригаду. Поспрашивал местных жителей, но никто не собирался. Низкая вода. Подняться можно разве что на водомете, а это мероприятие дорогостоящее. Но все равно на пути вверх мне иногда мерещится звук мотора. Вдруг рыбаки все-таки едут. Обедаю на шире галечников. Ни ветерка, тепло. Не надо охотиться за дровами. Да, это не Чукотка. Но все равно ловлю себя на мысли, что мне просто хорошо. Можно созерцать дальние дали. Я просто радуюсь тому, что я здесь. И это пронзительное чувство счастья и свободы снова возвращается ко мне. Переночевала на коренном берегу боковой протоки. Здесь река уже начинает разбиваться на многочисленные русла. Скоро должна быть наледь.
Вот сейчас буду подниматься по этой протоке. Вчера вечером пошел мелкий дождичек. Это видно от дым, что ли. Как-то сконденсировал влагу. Вчера вообще видимости не было далеких сопочек. Все в дымке от пожаров. А сейчас вот противоположный берег, вот эти сопочки видны, а вчера не видно было. Трудно было уже вечером ориентироваться. Костер жгут только на галечнике или на песке. Сейчас очень пожароопасная обстановка. Вот он мой костер. Кострище, вернее. Все, покидаю эту стояночку. Иду вдоль протоки, она маловодная. Перехожу вброд, то на правый, то на левый берег. И иду по галечникам. Вот хороший. Погода мне благоприятствует. Маленький дождичек, ветерок и вовсе не холодно, но не жарко. Здесь просто так, на вольном выпасе, пасутся лошадки. Вчера вот я их спугнула из кустов целое стадо. Сначала подумала медведь. Это лошади. Но здесь много следов, тропы вдоль реки. Якуты традиционно разводят лошадей. Здорово, когда можно сориентироваться. Вот я нахожусь на этих разливах реки Улахан-Сакырыр. И вот сопочка характерная. Это здесь она безлесная, здесь лес. Такой подковый. И вот она на местности сейчас. Вот она на местности. Теперь я знаю, где я. А мой путь идет вон туда, в те далекие горы. За ближайшую левую сопку поворачивать. Интересно, эти лошади последуют примеру той, которая перешла. Очень глубоко, придется мне лодку надувать для переправы. Да, все отправились вслед. Надо сказать, там вон перекат есть, совсем мелкий. В принципе, перейти можно, но мне пока не надо. Ребеночек. Как-то я так незаметненько, переходя протоки влево, оказалась на правом берегу реки Укала. Улахан-Сакырыр. И вот здесь вот сейчас сделаю, оттуда вон с дальних гор дождь идет. Сейчас я здесь сделаю обед в зарослях. Припозднилась. Однако я на острове обедала. Вот она основная эта протока. Я думала, ее уже как-то миновала. Нет. Придется обратно переходить. Но, надеюсь, здесь выйдет по перекату. Ну вот, я вышла из открытых галечных проток. Зашла в лес. Здесь уже речка подворачивает на запад. И здесь скоро вот за этой сопкой недалеко будет разделение рек. Пойдет моя река на запад. Вернее, она с запада течет. Тарасали. А Аргалах-Сакырыр направо уйдет.
Вернее, Улахан-Сакырыр. Я уже заговариваюсь с усталости. Здесь вот такой бережок. Лиственницы. Берег, конечно, намыт. Здесь песчаный грунт. Но вполне лагерем можно расположиться, в случае чего. И есть места, хождения по которым получаешь истинное удовольствие, даже под большим грузом. А вот тут вдоль речки сейчас идет такая отличная конная тропа в лиственничном лесу. Как бы только она не удалялась вверх не по Тара-Сале, а по Улахан-Сакырыру. Вот раздваивается. Мне надо держаться ближе к Тара-Сале. Я иду в ее верховье. Но пока речка слева слышна, я буду идти по тропе. Вот наткнулась на зимовье. Ух ты, открыто. Ничего себе. Зайди посмотрю. Ух ты, да тут вообще двуспальная кровать. Только печки почему-то нету. А вот от нее труба есть. О, и еще. Ничего себе. Да, вполне можно. И даже электричество можно завести. Так. Окошко-то открыто. Угу. Первая протока Улахан-Сакырыра пройдена. Ура! Совсем маленькая. Похоже, на этом перекате можно перейти основную протоку Улахан-Сакырыра. Что я сейчас и попробую сделать. Стою на длинном косом перекате, но вот вниз переходить не очень. Я думаю, лучше перейду пока вверх. Вот по этому перекату сюда. И там вот ту левую протоку уже там найду, где перейти. О, там впереди горы, но это не мои, мне левее. На перекате мелко. Переходить несложно. Главное, место правильно выбрать. К вечеру вышло солнце, тучи разошлись, дымка пропала. Пожарная, дымовая. И вот, похоже, я перешла протоки большой реки, и это сэкономило мне время. Не буду надувать лодку. Надеюсь, это была последняя протока. И сейчас вот в этих лиственницах хочу заночевать. Сказочное местечко. Ну, очень похоже, что все это уже коренной берег. Выбираю место для палатки и на отдых. Сегодня прошла всего километров 12-13, мне кажется, даже 15 не натянула. Но тяжело пока первые дни, ничего. Дальше пойдется легче. Так, вот выход к скалам. Ух! Ну, красотища-то какая мне вечером открывается. О, ну все, место с видом. Стою. Согласитесь, ковер фирменный. Совершенно не нужно дно палатки. Вот здесь вот явно стояли вот шесты, пиленные бревна. Место обетованное. Вот такая у меня стоянка на берегу реки Тара-Сале.
Ночью ко мне приходил табун лошадей, топотали, ржали, думала, как бы палатку не раздавили. Но нет, конечно, обошли. Дождик шел, морось. Спальник отсырел нижний у меня. И облачность такая полная, низкая. Погода сонная. Ну, сейчас уже дождя нету, позавтракаю. И пойду дальше вверх по реке. По ней мне подниматься до перевала. Уже только по этой реке. До перевала на реку Соболох. Порядка, мне кажется, уже меньше 100 километров. Надо будет посмотреть. Вот такая речка. Путь вверх по реке Тарасали пока очень даже приятный. Иду то галечниками, то выхожу вот на откосы невысокие, заросшие лиственницами. Здесь тропы идут конные. Лошади здесь везде пасутся, видимо. И это вполне облегчает дорогу. Надо сказать, что еще такие заболоченные места здесь сейчас совсем сухие. Видно, здесь стояла сушь. И даже вот недавний дождичек. Особо тут ничего. Не, ну травка мокрая, конечно. Так под ногами совсем не чавкает. О, замечательная тропа. Местами она лучше, местами на болотах чуть похуже. Облака поднимаются, погода немножко разгуливается. Попала в распадок с заболоченностью. Такой вот. Тропа пропала. Ну, как выйду, думаю, на хорошую дорожку все снова появится. Сейчас я, пожалуй, приближусь снова к речке. Пойду по галечникам. Вон там где-то речка. Путь мой лежит вверх по этой широкой пока долине. Лучше идти напрямую, потому что речка петляет. Вот напрямую не всегда такой хороший проход. Бывают заболоченности. А вот там облака лежат. Долинки. Старая заросшая протока сейчас в дорожку превратилась. Твердую такую. Между галечником заросшим, там река. И лиственничным лесом, коренным берегом. Мне удалось перейти речку Тарасали-Брод. Это значит, что теперь я буду выбирать лучший берег с галечником для передвижения вверх. Увидела хорошее место на реке. Сбойка струй. Сейчас хочу проверить, не ловится ли здесь хариус. Еще увидела свежие следы людей. Удивительно. А местечко прям для меня. Обеденное такое. Под лиственницей здесь песочек. Место не пожароопасное. И сухо. Достаточно. Надо жить умеючи, надо жить играючи. Просто надо, братцы, жить припеваючи.
Так. Вот такое классическое место, сбойка струй. Дамулова. Но несколько раз кинула, пока что-то не берет. Сейчас попробую блесну поменять. А может быть обловлено. А может быть здесь и нет рыбы. Кто ее знает. Да, здесь мне в ближайших окрестностях речку обратно перейти не удалось. Лезу на откос. Что поделать? Ничего. Зато сверху красивые виды должны открыться. Я ж никуда не спешу. О, беломошник, ягельник. Красотища. Правда, тропы. Не знаю, будет ли она тут. Лошади с их следами остались на той стороне. Ну, посмотрим. О. Здесь речка сейчас несколько петель выписывает. Ну ничего. Вот какие тут пейзажики. Идти красиво, но, надо сказать, нелегко. Тут этот мягкий мох под ногами. Фу. Все никак, ни на ту сторону не могу перейти. И галечников что-то тут нету. Вон глубина какая. Как я там перешла? Фу. Ну, а речка, конечно, сказка. Ну вот, сейчас тут мелкая протока, я ее точно здесь где-нибудь перейду. И как-нибудь тут получше пройду. Попроще. А вот оттуда я пришла. Все горы уже сзади. Ой, ну прям возвращение блудной дочери на галечнике, а то все по дебрям гуляла. А вот теперь по протоке она сейчас меня выведет на основное русло. Под вечер сил нет уже, часто присаживаюсь отдыхать. Комары еще летают, погода какая-то сонная. Речка очень добрая, домашняя. Хочешь на одном берегу вставай, хочешь на другом. Замечательно идется. Домашняя, но тут вот наворочила. Каменюки здесь. Порожек, наверное, большую воду. Такие глыбы выходят. Мощные. Ничего себе, скалы какие меня ждут впереди. Не удалось перейти обратно на мой левый берег. Но вот тут вот и с той стороны скалы. Тут особо не перейдешь, здесь глубоко. Наверное, завтра буду залезать на скалы. Не, здесь, похоже, есть перекатик. Сейчас перейду на другой берег опять. Однако, это было на пределе. Сейчас-то уже все вышло. Хорошо. Купаться нам не нужно. Уплывать куда-то. Вон там какое-то сужение. Тащит. Местечко, однако, живописное. Время вставать, пора. Уже, пожалуй, я тут и остановлюсь. Там кострище старое. Кладу вещи уже так, как они будут лежать в палатке. Теперь только быстренько тентик натянуть, и все. Продолжаю путь вверх по реке. Погодка такая облачная. Но вот показалось, немножечко показалось солнышко. Здесь вот даже дорога идет вдоль реки по галечникам. Иногда колеи ее попадаются. Уточки убегают.
Речка катится меж скал по перекатам. Перехожу то вправо, то влево. Сейчас вот в этом лесу от меня Мишка убежал, первый встречный мною. Горы все в дымке, в облаках. Когда же они покажутся мне во всей красе под солнышком? На этом броде все-таки залила. Надо сказать, чистой воды безалаберность. Дома не заклеила сапог. Где-то течет, пробивает на струе, когда долго идешь по глубокому броду. Да, надо ремонтировать. Не успела. Ладно. Сейчас тепло, ничего. Зато после брода по галечникам-то идти временами, ну просто Бродвей. Очень легко. Под лиственницами тут просто дома настоящие. Пробираюсь берегом протоки, заросшие на ивой. И вот из лиственницы маленькие проклевываются здесь. Наносная почва. Ой, это остров, похоже. Ничего себе, что я тут нашла на галечнике. Какой-то пикник был. Масло. Вообще запакованное. Ничего себе. А я как раз недавно бутылочку нашла хорошую, 170 миллилитров. Пожалуй, возьму, а то у меня еще блинчики жарить, чтобы не экономить свое. У меня пол-литра-то есть. Ха! Приправа для курицы. Вот такое тут местечко. О, сейчас с трудом преодолел этот брод. Не с первого раза, вот с частью груза. Сейчас второй раз буду с основным переходить. Сапоги уже залиты. Я спаслась на сухой протоке левого берега. Время обеда. Интересно, тут какой-то старый загон, что ли? Загородка. А я по речке иду. По галечникам. Ну вот, осмелела, пошла в брод. Забыла из кармана карту вытащить. Хорошо, у меня есть дубль, правда, 5. Ну ничего, и это еще высушу. Ну, черпала опять, вон, просто на плесе. Большую петлю здесь описывает речка на юг. А я иду все равно вдоль нее. Срезать петли здесь не получается. Это идти по болотам, по мягкому мху. Тут иногда, конечно, тоже приходится выходить на коренной берег. Но в основном все-таки иду по галечнику вдоль русла. Ой, какие скалы там. Ух. Река петляет, за бродом следует новый брод. Только перешла, опять надо на ту сторону. Что-то здесь опять непросто.
Ну, здесь попробую. Этот глубокий плес мне приходится по косогору облизать. Ох, надеюсь, здесь будет проход. Ох, красотища какая. О, внизу есть дорожечка. Фу. Облезла уступ. Вот такие петли речка выписывает тут. Туман подкрадывается к моей стояночке. Здесь проходит вездеходная дорога, прям колея рядом. И здесь было место стоянки, вон ящик какой-то. Но мне это совершенно не мешает здесь расположиться. Вот этот след вездеходный. Это явно зимняя дорога, зимник. Вот туда завтра пойду. Как обычно, я не пользуюсь GPS-навигатором. Лишние батарейки, да и вес самого навигатора. Да, безалаберно замочила карту, но ничего, подсушу. Очертания все равно остаются. Да и, в принципе, ориентирование тут пока не сложное. Иди себе вверх по реке, и все. Ну вот, карта подсохла, я ее подправила. До Наледи дойду, а от этой горочки у меня уже следующая карта хорошая есть. Может, мне надо было такие весла взять? Полегче. Ой! Да, всякое. Из фанерки. Мой путь туда. Медленно приближаются горы. Так же медленно, как осень, золотит макушки лиственниц. Тихонько, незаметно приближается осень.